Ну что, друзья, Asus Zen Wi-Fi BQ16. Очень крутая меш-система, которая вот круче я просто не видел. Знаете почему? Потому что там, ребят, Wi-Fi 7, тут даже видите, как оно выгравировано. Wi-Fi 7, так решеточка сделана. Тут два 10-гигабитных порта, мультилинк и в 6 ГГц, и в 5, и в 2,4, плюс там еще 320 МГц. Wi-Fi тулит почти 3,9 гигабита в пиковом значении. Именно Wi-Fi, вдумайтесь. И он спокойно гоняет и 10 гигабит, у него есть USB 3. И что самое интересное, его покрытие вот этих двух башенок хватает на 740 квадратных метров. Мы тут с одной башенкой носились, мы не знали, как сделать так, чтобы проверить, где он падает, да, вернее, падает покрытие. При том, что наша студия 165 квадратов, мы поставили одну башню, ходили, думали, ну как нам вообще это все дело проверить? Так мы и не нашли, потому что на одну башню везде покрывает вообще просто невероятно. Ну, в общем-то, покрытие дома, например, 740 квадратов, покрытие офиса 740 квадратов, спокойно на две башни. Вот это вот самое покрытие есть. И тут еще немаловажный аспект. Поддержка VPN, поддержка DLNA серверов, Samba сервер, Time Machine, торрент-качалка есть. В общем-то, роутер вышел просто сумасшедший, а мы с вами переходим его дальше, тестируем, ну и, конечно же, возвращаемся на выводы. А вообще ссылки на эти роутеры, на проверенных продавцов, лежат в описании под видео. Ну и, конечно же, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, потому что в скором времени мы возобновляем розыгрыши на нашем канале. Так, ссылочки там в описании, колокольчик здесь и подписочка тоже. Asus Zen Wi-Fi BQ16, 10-гигабитный, 743 квадратных метра на 8 комнат. Кстати, вот эта вся штука рассчитана. Я, честно говоря, вообще в шоке от его мощности, потому что это... Смотри, как открывается коробка. Ты вообще это видела? Смотри, вот так вот поднимается, смотри, вот так вот раз. И такое, опа. Это магнитик? Да, это все на магнитах. Смотри, это реально вот когда... Бля, какие башни огромные, а! Это реально вот мощнявая штука. У него индекс скорости, чтобы вы понимали, BE 25 тысяч. По сути, он 25 тысяч мегабит может тотально давать внутри сети, теоретически на все устройство. Кстати, на коробочке даже есть какие-то у нас характеристики. А ну давай посмотрим. Один порт 10 гигабит WAN LAN, один порт 10 гигабит LAN, 2 гигабитных порта и 1 гигабитный еще WAN LAN. Сколько там портов? 256 мегабайт флеш на 2 гигабайта рама. 2 гигабайта памяти. 2,4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц, но при этом здесь 4 диапазона. Слушайте, вообще, будем смотреть, но это какая-то нереальная пушка, просто нереальная. Теперь смотри, сколько тут портов. Смотри. То есть, помнишь, мы делали BQ10, да, там, BQ8, это все детские лепи. Смотри, WAN LAN 10. WAN LAN гигабит, LAN гигабит, ой, LAN десятка, LAN гигабит, USB 3.0 есть. Это так, чтобы сюда подключить какой-нибудь модем, который будет давать 256 килобит. Да. Кнопка включения, снизу WPS и Reset, классное охлаждение, смотри, все полностью в диффузорах. При этом все по принципу конвекции такого фух и охлаждает, да, там. Теперь дальше, вторая башня. Их две башни рассчитана на 743 квадратных метра. Я в тихом ауте, смотри какие. Кстати, блоки питания есть еще. Блоки питания, кстати, такие, блин, не детские. А пачкорд? Один. Один и белый. Asus жлобы, один пачкорд. Ладно. Так, блок питания. Два блока питания вот таких вот. А ну сколько там? Боже, я уже старый и слепой. 65 ватт. Да ладно, слушай, 65 ватт. Я в шоке. Ладно, их два таких. В общем-то, что на них смотреть? Давай, наверное, подключать и тестировать. Я не знаю, как мы их будем тестировать. Это знаешь, куда поедем? В соседний район, да? Да. Будем покрытие ловить. Ладно. Да, второй абсолютно. Они абсолютно два одинаковых, идентичных полностью роутера. Таких две одинаковых башни. Все, переходим и тестируем. Короче, друзья, в общем-то, подключил я все, роутер настроил и сразу хочу показать вам этот коннект, который есть. Смотрите, 6 ГГц, 802.11be,
с коннектом 5764 на 5764, то есть 5,7 гигабит на Wi-Fi, этот данный роутер имеет канальную скорость. Сразу скажу, что фактическая будет примерно 60%, но это будет больше 3 мегабит, 3 гигабит, сейчас мы это все посмотрим. Хочу посмотреть сразу все канальные скорости всех сетей, имеется в виду, смотрите, у нас здесь есть мультилинк Connect, то есть у нас есть сеть и в мультилинке, покажу вам чуть позже, где это посмотреть, то есть где это управляется. Смотрите, в мультилинке у нас Connect 5888. Да, как не парадоксально, но мультилинки не значит, что вы получите больше, допустим, скорость. Нет, это вы всего лишь получите больше ширину канала для большего количества устройств. То есть если в теории там, ну, у нас, да, там индекс BE 25 тысяч, если в теории одна сеть у нас там 5 гигабит, плюс еще одна там 5, или там плюс еще одна 2,8 и плюс еще одна 2,4, то есть вот эта вот суммарная ширина канала у нас получится в мультилинке, но скорости при этом вы не получите больше. Если говорить сейчас про 5 гигагерцовые сети, то давайте я вам покажу, что у нас с 5 гигагерцами у нас есть 2 дополнительных сети в 5 гигагерц. Сейчас обязательно протестируем 10-гигабитные порты. Мы тут подняли целую систему тестовых серверов. В 5 ГГц у нас Connect 2,8 гигабит. Это прям вот максимальный, который может быть. Это именно на первой сети. И на второй сети, которая у нас там включена, обязательно смотрим. Где-то тут вторая, пожалуйста. Тоже на нее парольчик надо ввести. Смотрим на эту сеточку. И здесь у нас 1,4. Это я вам покажу потом, почему. То есть это у нас сеть чуть-чуть отдельная и чуть по-другому она работает. Начнем с теста конкретно 2.4. Давайте, вот если старые стандарты мы проверим. Или, да, у нас есть еще IOT сеть. Боже, у нас тут столько сетей, он наплодил этот роутер. И вы можете создать... IOT сеть — это сеть умного дома, для того, чтобы туда подключались и были устройства в изолированной среде, для того, чтобы их не взламывали. 2.4 у нас Connect 516 на 487. Давайте стартуем, сразу 2.4 проверим на базе на какой-то и посмотрим, что получится. Ну, блин. Неплохо. Вот неплохо 2.4 с больше 100 мегабит. Это однозначно очень неплохо. С учетом того, что каналы мусорные. 2.4 ГГц это мусор-канал, который я использую уже, в принципе, там долгое время чисто для устройств умного дома, для какой-то мишуры, не знаю, и лампочки какие-то. Больше ни для чего, потому что канал у всех есть, их мало каналов в самом стандарте 2.4, поэтому, ну, результат неплох. Но мы давайте с вами пойдем далее. А сейчас включаем с вами тест 10 гигабит и объясню. Подключены они через LAN у нас, само собой, с минимальной задержкой, потому что у меня есть 2 сервера, 2 компа, 2 сервера. И у нас получается 7,8, 7,9 на загрузку, 7,8, да, 7,8. И на выгрузку получается 6... Сейчас 6800, 6700. Это, чтобы вы понимали, внутри Asus сети, то есть LAN, мы фактически LAN и WAN с вами сейчас тестируем. То есть это получилось неплохо. Можем еще раз, допустим, протестировать. Давайте обновим, давайте стартуем и получаем приблизительно те же самые результаты. 6,8, 7,5, 7,7, 7,8, 7,9. Ну тут уж, понимаете, тут еще 10-гиговые карты надо, чтобы вытягивали. Тут очень много разных факторов. Но 10 гигабит он поддерживает, честный роутер. Тут с этим я соглашусь. 7,8, 7,9 на 6,7, 6,8. Есть как есть, ребят, вот это честный 10-гигабитный роутер. Сейчас посмотрим дальше. На 7,8 на 6,7. Да, нехило. Сейчас тестируем, я хочу понять максимальную пропускную способность именно 6-гигагерцовой сети в 320 МГц. Итак, давайте стартанули, смотрим, у нас он идет 2,8, 29, 3. 3,7, 3,9 было в пике. Ну, как я и говорил, что канальная скорость у нас 5, там, и 7, допустим, да, а фактическая будет 3,5. То есть фактически чуть больше половинки. 3,5, 3,548 на, это по Wi-Fi, на 3,2, наверное.
Сейчас мы тоже 2 раза проверим, потому что действительно скорости такие. Я вот не часто такие скорости по Wi-Fi видишь, да? Давайте с вами обновим. Давайте обновляем и еще раз стартуем то же самое. Давайте стартанули. 2,7, 2,9, 3, 3,8. Вот 3,8 в пике вижу, оно пробивается на 3,8 и обратно идет на 3 и давай на 3,6, 3,7, 3,8. Вот 3,9 было в пике. Кстати. И тут у нас на выгрузку те же самые результаты. То есть я особо здесь разницы большой не вижу. Но это очень неплохо. Это очень неплохо для Wi-Fi 6 ГГц. При том, что многие думают, что в МЛО будет у нас какой-то прирост там, да, там с мультилинком, то нет. Стартуем тест на МЛО, и здесь мы получим, я вот был уверен, что мы получим, если не такие, то может быть даже немножко ниже результаты. Да, мы не видим пиковых значений 3,8, но здесь неудивительно, здесь у нас и Connect чуть пониже, 5,100 там с мелочью, да, то есть здесь нет пиковых каких-то, хотя там что-то на 3,8 прыгнул. То есть мультилинк, как я и говорил, это не про то. Вообще очень интересный роутер, достаточно правдивый, то есть он очень неплохо это все вытягивает. 3,6 на 3,100. 3,6 на 3,141. Но лучше всего он, конечно же, работает в 6 ГГц, 320 МГц. Вообще вот сейчас мы на другом компе, да, вот я сейчас включил другой сервер, и здесь у нас LAN 2,5 гигабита. Пожалуйста, мы тестируем тоже. Смотрите на внешний, на мой сервер. Вот если я сейчас LAN включу, пока оно там тестирует, давайте, пускай он там тестирует, то вы увидите здесь Connect 2,5 на 2,5. То есть там 10 на 10, 2,5 на 2,5 вообще без проблем. То есть он спокойный, честный у нас роутер, который вот очень круто работает. При том, что он между станциями даже через мультилинк соединяется. Ну, здесь уже 2,4 на 1,5. Это у меня там на внешний сервер есть определенные ограничения конкретно на выгрузку. Что еще? Дальность. 5 ГГц и дальность. Давайте я сейчас отключу здесь у нас LAN RJ45. Здесь посмотрим обыкновенные 5 ГГц в режиме Wi-Fi 6, конечно же. Тут мы должны разные режимы с вами тестировать. Давайте Asus BQ18 5G1. Смотрим, какой Connect. Ну, в режиме Wi-Fi 6, именно в AX, если к нему подключать, он будет давать 2,4. Чтобы вы понимали, хоть 2,8, хоть 2,4 он будет тягать, там, допустим, не больше 1,8. Это то, что мы в пике видели. В среднем режиме он будет 1,3, 1,4 давать в режиме Wi-Fi 6. Это не Wi-Fi 7, чтобы вы не путали. Сейчас закончится тест. Давайте 1,367 на... Ну, это на компе у меня там 1,2 где-то будет. И нам сейчас нужно с вами протестировать дальность покрытия. А вот с дальностью покрытия у нас тут будет, конечно, один интересный момент. Леночка, ты нам нужна. И нужна ты нам, потому что идем гулять. Идем гулять по покрытию. Смотрите, мы сейчас идем гулять, как вы поняли, стенд у нас здесь, роутер здесь, куча тестовых компов. Там вон есть у нас подключен... Switch 10-гигабитный, это все, конечно, прекрасно. Мы сейчас сделаем с вами тест Wi-Fi 5 ГГц. Я сейчас вам объясню, что мы сейчас делаем. Мы сейчас подключаем мой телефон конкретно к 5 гигагерцовой сети. Вот она подключилась, тот же самый Asus BQ18. И делаем базовый тест возле роутера. Не ожидайте чудес от Samsung Galaxy S25 Ultra, достаточно слабый по Wi-Fi телефон, с учетом того, что я живу в Украине, здесь Wi-Fi 6 ГГц именно в телефонах блокируется самим производителем. Но вот он вот так вот себя ведет. Здесь считайте гигабит на, сейчас посмотрим, на 800, на 700, сам по себе телефон выдалбывает мозги. И если бы я взял сегодня свой OnePlus, мы бы увидели немножко другие цифры. Но здесь у нас гигабит на гигабит. Нам для чего это нужно? Нам нужно это для оценки покрытия. Пошли. Сейчас у нас студия. 165 квадратных метров. Достаточно большое помещение. Так, здесь у нас Алена, и она сидит сейчас, работает здесь без потерь, благодаря тому, что это даже одна базовая станция имеет дикое покрытие. Пошли дальше.
в конец нашей студии и проводим здесь такой же тест. И мы получаем 800-700 гигабит. Друзья, мы получаем 930. Что изменилось? Ну, вообще ничего не изменилось. То есть, вы понимаете, мне даже здесь как-то трудно масштабировать вот этот вот меш. Почему? Потому что даже на одной базовой станции мы получаем 885 на загрузку. То есть, у нас падение всего лишь там, 12%. 12% на загрузку, на выгрузку 34%. А нормальным для нашего вот этого угла считается падение в 60%. Для 5 гигагерцовой сети. А мы здесь имеем покрытие с вот таким вот падением. Хорошо, давайте я сейчас подключу вторую базовую станцию и покажу вам другой момент. Смотрите, вот мы подключили еще одну базовую станцию, и она работает. При таком уровне падения мне даже LAN не надо включать. Понимаете, в чем вопрос? Я вот эту штуку включил, и она дальше взяла тот уровень покрытия, который здесь есть, и раскинула вот дальше еще на момент своего покрытия. То есть они не врут, когда пишут, что можно покрыть вот такую огромную площадь. Это реально очень круто. И тут немаловажный момент еще, что если вы будете использовать LAN 10 гигабит и куда-то оттянули через какие-то там свечи, там через розетки свои, то вы представляете, вы сюда 10 и вы здесь еще 6 гигагерцовую свою сеть закоммуницируете, раздадите с максимальным коннектом 5 с чем-то и получите на выходе еще и 3-7 гигабит. Это просто нереально. То есть я сейчас стою возле этой точки, да, давайте посмотрим, что у нас получилось. Давайте, что? Ну, вот как мне, вот вам показать тесты, насколько он падает. Если он нифига себе тулит, практически везде на 165 квадратов вот такие вот одинаковые цифры. Мне даже тяжело как-то объяснить вот вам, что он покрывает очень много. То есть мне трудно показать. 165 квадратов эта штука покрыла, даже не напрягаясь на одну башню. Я вторую башню подключил, но она взяла, раздала здесь. Вот здесь вот дальше еще куда-то там на улицу, туда вот на остановку бабушка там может подключиться сейчас. И мы получаем 845 на 739. О чем можно говорить? 2.4, ну давайте 2.4 здесь подключим. Сейчас пойдем туда в дальнюю кладовку. Сейчас я этот выключу. Так. Все, я его выключил. Пошли в дальнюю кладовку. Мы сейчас подключим 2,4 ГГц. У меня, честно, какой-то когнитивный диссонанс, я вам серьезно говорю. То есть, давайте, вот этот вот самый дальний угол, наискось, тут роутер стоит аж наискось. И вот я в 2,4 имею здесь падение на одной базовой станции. Мы сейчас посмотрим, сколько он возле базовой на смартфоне. Но здесь у нас сейчас 80 мегабит. 2,4 мусорный диапазон. И он фактически, наверное, он сам по себе засрет. Вот смотрите, 80 на 100. Покрытие Unreal просто. Ну о чем вы хотите? За такую цену роутера, как они должны покрывать? Они должны, я не знаю, соседских курей покрывать, еще не знаю. 80 на 90. Ребят, пошли смотреть, что там в админке есть. Потому что по тестам покрытия и скорости нереальный роутер. Но даже если мы вернулись сейчас к роутеру, даже если возле роутера сделать вот этот же тест, то мы получим столько же. На телефоне те же самые 80 мегабит. Получается, у него даже падения никакого не было. Я в шоке. Слушайте, это прям прикол. 78 на 100. На те же самые, там, на 80, на 90. В общем, ребят, поехали дальше по админке. Давайте перед тем, как перейти именно к административке, к админке, мы с вами посмотрим, что нам заявляет сам производитель. Класс BE 25000, мы это все понимаем, что до 740 квадратных метров, но основные моменты. 4096К CAM, 12 внутренних антенн и 16 мощных интерфейсных модулей. Вот почему у него такое сумасшедшее покрытие. Просто невероятное. Мы тут видим, что это mesh-система, Wi-Fi для умного дома. Все это красиво. И тут они, видите, там огромное количество этих там рекламных каких-то штучек. И пошли они тут про мультилинк. В 6 ГГц скорость тотальная, это максимальная суммарная теоретическая скорость всех устройств 11,5 гигабит. По 5,7 скорость в 5 гигагерцовых диапазонах
диапазонах. И 2,4 это у нас 1376 мегабит тотальная суммарная скорость. Но здесь они акцентируют про 320 МГц, про 4К кам, про мультилинк, который может объединять 6, 5, 2,4, 2 пятерки, 1 шестерку. Короче, там многоконфигурационный мультилинк. И вот тут становится все более понятно. 370 метров квадратных на один узел. Поэтому, честно говоря, нагрузить такую систему достаточно тяжело. Это уже какой-то, многоквартирный дом можно сделать. Честно говоря, такое. Интересно, 740 квадратов на 2 узла, 370 на 1. И теперь максимальная производительность. А вот они показывают 12 антенн внутренних и 16 мощных интерфейсных модулей. Честно говоря, запилили они нечто какое-то сумасшедшее. Четырехъядерный 2,6 ГГц с 10 гигабитными портами. Ну, на распаковке вы уже видели, есть поддержка мобильных модемов 4G, LTE и 5G. Блин, ребят, что-то они тут натворили, конечно, сумасшедшего. Ну и в характеристиках мы видим, какие поддерживаются у нас. Ну, это мы уже с вами посмотрели. Внутренний антенн 12 штук. И теперь смотрите, MU и MIMO на каждый из диапазонов 4х4. Просто невероятно. 2 гигабайта RAM, 256 мегабайт флеш. У нас... Ну, с портами мы уже поняли, а где, какие VPN поддерживают. Хотя мы сейчас с вами пойдем и посмотрим. Ну, VPN не просто написали. Есть. Ага, вот. VPN клиент L2TP, OpenVPN, PPTP, WireGuard и сервера IPsec, OpenVPN, PPTP, WireGuard и VPN Fusion. Вот так вот. Вот так вот. Дальше адаптивный QoS. Ну, тут больше нам смотреть нечего. Все остальное мы сейчас посмотрим с вами в админочке. Пошли в админочку. И мы сразу видим, что у нас вот есть мониторинговая страничка, где мы видим, кстати, подключен USB 3. И да, мы не проверили с вами еще один интересный момент. У нас подключен Samba диск, это именно к роутеру через USB 3. И смотрим, даже на LAN RJ45 2,5 гигабита, все, 280 мегабайт в секунду. 280, не мегабит, а мегабайт. Это чтобы вы понимали, скорость чтения с диска, который подключен. Давайте 280 мегабайт умножаем на 8, это фактически 2,2 гигабита. Один из самых крутых результатов, которые я видел. Здесь у нас мы видим подключение, у нас 10 гигабит подключено, USB 3.0, подключение уведомления отключено. И здесь мы можем мониторить основные ресурсы системы. Есть, конечно же, iMesh. Кстати, мы же отключили вторую. Подключите, пойдите вторую башенку, потому что мы ее отключили. Нам нужно, чтобы наши зрители увидели, как оно подключается через MLO. Сейчас мы к нему вернемся, но дальше в сети. Сеть у нас мониторинговая, классная, тоже. Вот когда они изменили вот этот вот подход к мониторингу сети, это, кстати, вот стало в 2024 году, в 2025 они начали развивать. И мы видим все сети. Мы можем управлять сетями в одном месте. Видите, у нас мультилинк есть. Мультилинк у нас с подключением 2,4, 5 и 6 ГГц с поддержкой WPA3 безопасностью. Это многосвязочная операция, при том, что к нему можно применять VPN. И мы там видим клиенты. У меня сейчас подключен мой смартфон Google Pixel 8 Pro. 5 ГГц первая у нас, видите, у нас вот Wi-Fi диапазон, который к ней подключен. Дальше у нас вторая есть у нас 6 гигагерцовая и Asus вот 2,4 ГГц. Здесь у нас только базовые настройки. Если мы хотим получить с вами расширенные настройки, идем в беспроводную сеть, а уж здесь мы с вами видим, мама не горюй. 2,4. У нас есть миксованные 20-40 МГц, 20 либо 40, каналы от 1 до 13, и тут как бы все стандартно. Теперь дальше. 5 ГГц 1 с поддержкой 160 МГц, каналы от 36 до 64, а во второй сети у нас идут больше DFS каналы, у нас получается от 100 до 140. Вот такое вот разделение сетей и 6 гигагерцовая сеть, которая позволяет и в миксе работать до 320 МГц, и в чистые 320 МГц выбирать, и каналы у нас от 5 до 85. При том, что сразу же мы здесь в конце можем увидеть с вами управление мультилинком и создавать дополнительные сети. Допустим, назвали мы какую-то сеть, и здесь мы можем с вами выбрать, объединить 2,4, 5 и 6 ГГц. У меня уже вот сеть одна объединена, у меня здесь, видите, тоже
весь 5 гигагерцовый диапазон. Все отлично работает. Так, давайте пойдем. AI Protection. Есть стандартные вот эти штуки, которые работают с Trend Micro в паре, где вы можете оценивать безопасность роутера, блокировать, допустим, вредоносные сайты, блокировать вредоносные зараженные устройства в сети. Тоже классная штука. И родительский контроль. Родительский контроль, здесь можно фильтровать сайты, приложения, можно фильтровать по ключевым словам, по самому контенту. Например, отключить на какое-то определенное устройство мессенджеры, либо отключить какие-то там взрослые сайты, либо игровые, либо стриминговые. Вот, смотрите, у нас вот родительский контроль, фильтры сайтов. Мы можем выбрать устройство какое-нибудь, например, вот 25 ультра, и заблокируем. Не, ну для взрослых контент не надо. Вот. Давай. Пиринговые сети и передача файлов или мультимедийный контент. При этом мы можем развернуть и делать даже под блокировки, например, передача файлов, пиринговые сети. Это вот если кто за границей, там в Германии боится штрафов пиринговых сетей, пожалуйста, берем, ставим, вернее, за использование пиринговых сетей, берем, ставим родительский контроль, и будет все отлично. Также есть поддержка от Guard, которая нас избавляет там, от каких-то там моментов рекламы и встроена и тому подобное. Адаптивный сервис QoS поддерживается. Также у нас есть анализатор трафика и пошло USB приложение. В USB приложениях мы с вами Самбо уже посмотрели, но у нас есть тут и iTunes сервер. И есть у нас медиа сервер. Кстати, можем задать имя медиа сервера, выбрать куда нам, к чему доступ и раздавать, допустим, через DLNA фильмы. Это очень классно. Смотрите, здесь у нас вот наш подключенный диск, это у нас Samba сервер подключен, и можно еще подключить общий ресурс в FTP. Также у нас есть сервер печати, то есть он поддерживает различные принтеры. У нас есть 3G, 4G, ну, само собой 5G модемы. Есть Time Machine для, скажем так, любителей, поклонников Apple техники, и Download Master, это так называемая торрент-качалка. Изначально она не установлена, устанавливаете вы ее на свою ответственность. И, конечно же, iDisk, это организация общего доступа к файлам на USB накопители через интернет. Также у нас есть iCloud, позволяет иметь доступ к вашим данным из любого места и бэкапиться, кстати, через фирменные сервисы Asus. Я не говорю про профессиональные настройки Wi-Fi и тому подобного. Но то, что в локальных серверах, в локальных сетях есть у нас поддержка IPTV, это я вам должен сказать. И в управлении коммутаторов у нас даже есть агрегирование каналов. Это значит, что мы LAN 4 и LAN 5 роутера можем агрегировать в одну сеть 802.3 AD. То есть, допустим, 2 гигабита получить на сервере, у которого есть 2 LAN порта, который может агрегироваться по 802.3 AD. Это очень-очень все круто. Также у нас есть настроечка интернет, где у нас есть двойной WAN. Это у нас, смотрите, мы можем выбрать, например, WAN и LAN 10 гигабит. И взять, сделать у нас 20 гигабит в балансировке. Вот смотрите, у нас можно второй поставить тоже, смотрите, LAN, а второй поставить, допустим, Ethernet LAN на 10 гигабит. У нас 2 10 гигабита будет в балансировке нагрузки. То есть, если у вас есть 2 10 гигабитных канала, вы, в принципе, можете балансировать нагрузку. Жесть, конечно, жесть. Найти такое тяжело. Кто сможет такое сделать? Но это работает. То есть, роутер, я вам скажу, реально не на то, что на вырост, а на перерост. Также у нас тут есть именно и отказоустойчивость. Поддержка переключения портов, переадресация портом, делимитаризированные зоны, DDNS, NAT pass-through, короче, все это у нас есть. Интересует VPN, VPN в реальных сценариях PPTP, OpenVPN, IPsec VPN и WireGuard. И, конечно же, есть поддержка VPN Fusion и Instant Guard. Также есть стандартный BrandMauer. В принципе, с фильтрацией URL адресов отдельных или фильтром ключевых слов. Очень немаловажный вообще такой аспект, системный журнал и сетевые утилиты. Ну и вот мы вернулись к iMesh, смотрим, что у нас вторая база подключилась именно через мультилинк с отличным сигналом. Мы можем его подключать и через LAN, и через WAN 10 гигабит, через WAN 1 гигабит. То есть у нас мы можем регулировать его пропускную способность. При том, что мы можем оптимизировать эти самые узлы. Да, то есть мы можем оптимизировать их подключение. Пока он переподключается, с мешем он работает на отлично. Ребят, очень достойный роутер, я готов пройти и прорезюмировать его.
качестве выводов скажу, самый крутой роутер из Mesh-систем, который я видел. Полноценный Wi-Fi 7 и его скорости, и его возможности, и все те плюшки, которые в него напихали, честно вам скажу, делает его фактически лидером именно Mesh-систем. Да, цена не низка, но я вам скажу так, мы рекомендуем. Очень сильные, очень классные роутеры, поэтому с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.